Приветствую гостей и подписчиков нашего канала. Сегодня у нас в работе автомобиль Lexus IS. Данный автомобиль поступил к нам с глубокими повреждениями заднего левого крыла. Это страховой случай, и по акту осмотра стоит замена заднего левого крыла. Для дополнительного осмотра была вырезана часть крыла, чтобы диагностировать скрытые повреждения наружной арки. Так как наружная арка была тоже деформирована, было принято решение производить замену крыла вместе с аркой. При этом удается избежать сварочных работ по арке крыла, так как это самое уязвимое место, откуда начинается коррозия. Там собирается грязь, соль, намерзает лед. Для этого удалили весь фрагмент целиком. Сварочные работы будут проводиться по швам, которые впоследствии будут надежно защищены кузовным герметиком и закрыты защитой. От донора мы высверлили нужный нам фрагмент. Примеряем крыло с аркой к автомобилю, делаем подгонки. По стыку завальцованного металла мы произвели точечную сварку и сейчас шлифанем лишнее. Шов нигде не выпирает за плоскость крыла. Есть маленькая-маленькая ложбинка. Одеваем другой роллок. Он срезает лакокрасочное покрытие, но не режет металл, не повреждает его. Роллок с абразивным фиброволокном хорошо подготовит поверхность подлужения. После того, как зачистили металл, обдурив все хорошенько, прочистили шов, наносим лудильную пасту. Укрываем все стеклохолстом противопожарным, чтобы ничего не прожечь. В лудильной пасте находятся мелкие частицы припоя, ее достаточно разогреть примерно до 200-250 градусов, чтобы они начали плавиться. При этом поверхность металла еще не деформируется при такой температуре. Нагреваем поверхность обычной газовой горелкой небольшими площадями до того момента, как начнет плавиться олово. И сразу же ХБ-ветошью быстро протираем нагретое место. При этом оно прекрасно залуживается. Так проходим весь шов. Используем деревянную лопатку. Она должна быть пропитана пчелиным воском, чтобы к ней не прилипало олово. Наплавляем на сварной шов олова. Греем пруток, одновременно нагревая поверхность металла. Олово не должно сильно течь, оно должно быть как пластилин.
Бок кромки шва прогреваем дополнительно, чтобы олово хорошо сцепилось с металлом. Обязательно рядом под рукой должен стоять огнетушитель. Кузовным напильником грубо зачищаем шов и тем самым выравниваем плоскости. Затем обрабатываем сварной шов 220-м абразивом на эксцентриковой машинке для нанесения эпоксидного грунта, обеспечивающего хорошую адгезию к олову и обладающего очень плотной молекулярной решеткой, изолируя металл. Мы видим, что при замене крыла совместно с наружной аркой сварка в проеме двери не производится. И все сварные точки остаются целыми. Нанесли эпоксидный грунт. После сварки внутренней и наружной арки мы напыляем кузовной герметик, такой как наносят в заводских условиях. Гермет наносится вот таким вот пистолетом. Форму и структуру шва легко регулировать давлением воздуха и подачей материала. Сейчас мы нанесем герметик на грязный полиэтиленовый пакет, чтобы потом можно было отодрать его легко, и через неделю проведем небольшой эксперимент на его эластичность. Вот прошла неделя, и мы отдираем его от пакета. Он имеет вот такую вот структуру. От подготовленной обезжиренной поверхности, от металла, там еще чего-то, вы его уже никогда не отдерете, то есть он там уже намертво. После высыхания данный герметик сохраняет высокую эластичность, в отличие от гравитекса, и не пропускает влагу. Еще очень большой плюс: этот гермет защищает от ударов камней. Камень не может его пробить. Следовательно, металл не поврежден, и ржаветь он впоследствии не будет. На задней части арки крыла поврежден кузовной герметик. Из тонкой жести мы делаем вот такой вот трафарет, который в точности повторит профиль заводского герметика. Кромку крыла мы оклеили контурным скотчем, для того чтобы герметик не попал на крыло. Со шприца укладываем гермет по кромке крыла.
Вот такая вот получилась кромка. От заводской она отличаться не будет. И после покраски следов ремонта видно тоже не будет. Крыло загрунтовано, произведено предварительное шлифование. Как видим, сварочные точки заводские все сохранились. Единственное, в этом месте мы их сымитировали в грунте. Потом они шлифанутся и станут точно такими же, как с завода. Внутри везде проложен напыляемый герметик, который используется на заводе. И сымитировали кромку, которая была повреждена при аварии. Все защищено эпоксидным грунтом, никаких работ здесь не производилось по кромке. Соответственно, коррозии здесь не будет, сварочных швов здесь нету. Потом еще защитим дополнительно это место, и следов ремонта здесь видно не будет. Машина стоит в камере, оклеенная и подготовленная к покраске. Задача маляра – повторить шагрень лака автомобиля, чтобы окрашенные детали не отличались. Также еще раз обращаю ваше внимание на то, что все сварные точки остались целые. И даже при снятии уплотнителя следов ремонта на автомобиле видно не будет. После покраски на задней стойке следы сварного шва отсутствуют. Шпаклевки там практически нет, олово никогда не просядет. Чтобы выровнять блеск сопрягаемых деталей, старых и свежеокрашенных, производим их полировку. Для избежания голограмм на заключительном этапе мы используем двухходовую полировальную машинку. Вот конечный результат. Машина открашена и собрана. Следов ремонта на ней не видно. Сварной шов у нас не просядет никогда, так как проложен оловом. И все красиво и надежно. Подписывайтесь на наш канал, следите за новыми видео, оставляйте комментарии. Всем пока!